Что ждать от российских фигуристок на юниорском гран-при? Падение учениц Тутберидзе не должны вводить в заблуждение. Акатьева по-прежнему главный фаворит сезона. Подготовка к началу соревновательного сезона в фигурном катании в самом разгаре. Юниоры представили новые программы на контрольных прокатах в Новогорске, а теперь усиленно тренируются, ведь совсем скоро стартует серия Гран-при. Каковы шансы российских фигуристок? Готовность Самоделкиной вызывает опасения. Международный сезон среди юниоров стартует уже в августе, а потому контрольные прокаты юниорской сборной России для большинства фигуристок были очень полезной возможностью проверить свои силы накануне главных стартов в карьере. Софья Самоделкина из ЦСКА, если верить текущему расписанию юниорского гран-при, предстоит выступить на первом этапе во Франции с 18 по 21 августа. И пока готовность ученицы Сергея Давыдова вызывает вопросы. В короткой программе спортсменка не справилась с коронным каскадом тройной аксель тройной тулуп, в произвольной же она и вовсе отказалась от прыжка в 3,5 оборота. В прошлом сезоне наставник талантливой фигуристки говорил, что в идеале ждет от нее 2 четверных и тройного акселя в произвольной, и вряд ли с тех пор приоритеты этого тандема сместились. Тем не менее физическая форма Самоделкиной пока не позволяет ей исполнять чисто все элементы. В Новогорске фигуристка выступила крайне неуверенно. По марке даже на самых простых элементах заставляют сомневаться, готова ли Самоделкина к гран-при. Однако хочется надеяться, что за оставшееся время она сможет восстановиться и на соревнованиях покажет все, на что способна. Жилина преобразилась и выходит из кризиса. Вероника Жилина, в отличие от Самоделкиной, в прошлом сезоне своих болельщиков в основном разочаровывала. Однако на контрольных прокатах ученица Евгения Плющенко выглядела гораздо увереннее. Ника представила сумасшедший контент из 3 четверных и 2 тройных акселей и по большей части неплохо с ним справилась. Без ошибок не обошлось, но после кризиса прошлого сезона прогресс налицо. Главной проблемой Жилиной на данный момент остается ее психологическая неустойчивость. В прошлом сезоне фигуристка часто проигрывала из-за того, что не могла справиться с нервами в самый ответственный момент. Теперь Вероника будет соревноваться не только с соотечественницами, поэтому важно как можно скорее обрести уверенность в себе. Вероника – очень одаренная девушка. У нее фантастические прыжковые способности, она обладает красивым высоким прыжком. Вращение у нее также на высочайшем уровне. Единственное, с чем у нее были проблемы – стабильное выступление. Главное, чтобы она умела бороться с нервами и могла показывать все, что запланировала, оценивал способности фигуристки Илья Авербух. Акатьева в погоне за новым титулом. Основное внимание уже по традиции уделялось ученицам Этери Тутберидзе, коих сейчас в юниорской сборной России среди фигуристок сразу 3. Аделия Петросян в произвольной попробовала сделать четверной тулуп и каскад Лутц Ридбергер. В прошлом сезоне ей неизменно не хватало сложности прыжков, так что направление работы тренерской команды Хрустального выглядит логичным и обоснованным. Теперь стиль Петросян кажется более сбалансированным, экспрессивное силовое катание со стремительными вращениями, ставшими главной фишкой Аделии, дополнилось сложными прыжками. И это хорошая заявка на успешный дебют в Гран-при. Главным фаворитом юниорского Гран-при остается Софья Акатьева. Для коллеги Петросян по группе Тутберидзе контрольные прокаты сложились не лучшим образом, но ее возможности и так всем прекрасно известны. Сорванные тройные аксели и падения на четверном тулупе заставили поволноваться, однако вряд ли неудачу на неофициальном старте можно считать полноценным показателем подготовки фигуристки. Дело в том, что Акатьева даже с такими ошибками способна обходить своих соперниц благодаря хорошему скольжению и высоким оценкам за артистизм. У Софьи традиционно сложные программы с нестандартными переходами, за которые начисляются надбавки. Кроме того, фигуристка прекрасно справляется с непрыжковыми элементами, вращение и дорожки шагов у Акатьевой стабильно получают самый высокий 4-й уровень. Впрочем, основная сила спортсменки – это ее умение вовремя собираться.
Несмотря на то, что сейчас ультра-си у Акатьевой не всегда получаются, к началу сезона они вернутся. Софью считают фигуристкой плюс старт, и не зря. Зачастую на раскатках юниорка падает, но зато в соревновательном формате почти не ошибается. Нужно учитывать и то, что на Акатьеву работает время. Пока другие россиянки, заявленные на первые этапы юниорского гран-при, должны будут за короткий срок набрать нужные кондиции, у Сони, которая наверняка появится только в середине серии, будет перерыв, чтобы накатать новую короткую программу, а заодно и восстановить четверные. Кто составит конкуренцию россиянкам? Хотя позиции Акатьевой кажутся очень уверенными, нельзя забывать и про соперниц из других стран. Сильна юниорская сборная США, где есть сразу несколько талантливых фигуристок, способных составить конкуренцию россиянкам. Так на третьем этапе Гран-при дебютирует 13-летняя Мия Калин, прыгающая квады. Недавно фигуристка принимала участие в турнире Скейт Милвоки, где продемонстрировала 2 четверных тулупа, один из них в каскаде. Разучивает Калин и другие ультра-си. На тренировках спортсменка пробовала делать тройной аксель и четверной сальхов. Вместе с Калин выступит американка Изабо Левита, которая также прыгает четверной тулуп. А компанию ей составит Линдси Тангрен. Этим летом она остановилась в шаге от пьедестала почета. В произвольной программе девушка зашла на тройной аксель, но сильно не докрутила его и упала. Исполняет она и сложный каскад тройной лупс, тройной ридбергер. Тангрен выступит на первой и третьем этапах юниорского гран-при, где встретится с Софьей Самоделкиной, Вероникой Жилиной и Аделией Петросян. Пока ничего не слышно про фигуристок из Южной Кореи, японцы же и вовсе отказались от участия в первых 3 этапах серии из-за эпидемиологической ситуации в стране, однако ждать, что они сдадутся без боя, точно не стоит.